На протяжении всей человеческой истории тема смерти была наиболее устрашающей для всех народов. Люди всеми силами пытались избежать смерти, придумывали эликсиры молодости, философские камни и так далее. И удивительно, что в этом мире были и до сих пор есть люди, которые из-за культурных влияний воспринимают смерть как нечто естественное и не такое уж страшное. И именно об этих людях и рассказывается в мультфильме студии Pixar «Тайна Коко». Эта история в целом, как по мне, является этаким глотком свежего воздуха в современном мире мультипликации. Этот мультфильм старается напомнить нам о важнейших составляющих нашей жизни и не только. Главный герой Мигель по факту является олицетворением идей и желаний современной молодежи, и именно он послужит нам ключом к пониманию основной философии Коко – философии смерти. Перед тем, как посмотреть данное произведение, я слышал много восторженных отзывов о нем, но в основном они касались именно концовки произведения и заглавной песни Remember Me. Хотя, как по мне, куда более интересным было бы разобрать именно идеи этого мультфильма, которые не столь очевидны, но которые дают о себе знать на протяжении всей картины. И непосредственно этим мы сегодня и займемся. Dia de Muertos, или же День мертвых, это праздник, который действительно существует, и который проводится 1 и 2 ноября в Мексике и еще нескольких странах Латинской Америки. Верится, что в эти дни можно пообщаться со своими мертвыми предками. Мексиканцы с самого рождения приучаются к совсем иному восприятию такого понятия, как смерть. Если в нашем обществе это является темой, которую лучше умолчать, то там это воистину часть культуры. Семья Мигеля – это такая обычная мексиканская семья, каждый из членов которой проживает свои дни, будучи сапожником. Ведь когда-то давно какой-то из их предков освоил это ремесло, и теперь каждое поколение ему обучается. Эта семья по уши напичкана предвзятостью и консерватизмом. Сам Мигель в данном случае воплощает в себе молодых людей наших дней, которые рвутся своими целями и не хотят больше идти по пути, который их предки топтали поколение за поколением. Взгляды этой молодежи кардинальным образом отличаются от тех, которые присущи их родичам. Даже в наше время нередкой ситуацией является то, что чей-то дед, прадед, отец, брат по маминой линии были юристами, и теперь этот малый, как наследник, обязан тоже стать юристом. Только в случае Мигеля ему предстояло стать сапожником. Но он не был намерен мириться с этим, ведь его мечтой всегда было стать музыкантом. В Мигеле почти каждый зритель может найти себя и свои желания, которые он хотел реализовать или которые он так и не реализовал. Значимость же Афренды, или алтаря, на котором хранятся все воспоминания об их предках, не на шутку является важнейшей частью мира Коко. Этот алтарь – знак того, что люди вокруг все еще помнят умерших. И в мире Коко это не просто ритуал, а незаменимая традиция, которая поддерживает жизнь душ умерших людей. Но об этом чуть-чуть позже. А пока что спонсор этого ролика — Raid Shadow Legends. Raid — это эпичная, темная и реалистичная MMORPG, в которой к тому же есть свой собственный сюжет. Да-да, лично мне дико доставляет графика в этой игре. И действительно, сейчас игры с лучшим графоном, чем здесь, и не найти. Кстати говоря, в Raid можно играть как на телефоне, так и на компьютере. Обе версии абсолютно взаимосвязаны. Вы можете пройти одного босса на ПК, а потом, сидя в метро или на автобусе, запустить игру и продолжить свои похождения. Ну и конечно же, версии как на ПК, так и на телефон абсолютно бесплатные. Да и плюс ко всему, Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, которые скачают игру по моим ссылкам в описании в период с 1 по 31 января. Разыгрывается 6 iPhone 11 Pro Max среди случайно выбранных участников. А также чуть позже Raid перейдет в розыгрыш суперпризов среди самых прокачанных новичков. Третье место получит Apple MacBook Air 13. Второе место — игровой ПК HyperPK Primera. И первое место — игровой ПК HyperPK Crystal 680X. Чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Так что качай Raid только по моим ссылкам и получай 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Из-за того, что у Эмельды, прапрабабушки Мигеля, был негативный опыт с музыкой, она заставила и всех остальных родственников ненавидеть данный вид искусства. И все это берет корни из человеческой истории и природы человека в целом. То, что сделала Эмельда, это является защитной реакцией, которая сопровождала человечество на протяжении всей истории. Если кого-то из племени съел лев, что ж, видимо, с львами шутки плохи. Если кто-то отравился от поедания ягоды в соседнем кусте, что ж, видимо, эти ягоды есть не стоит. И так далее. Простыми словами, люди таким образом понимали, что для них есть хорошо, а что плохо. И Мигель в данном случае является тем самым любознательным малым, который не очень-то и верит, что ягоды в соседнем кусте могут отравить его. И вполне возможно, эти ягоды не отравлены вовсе, а слухи о смерти того, кто их съел ранее, были преувеличены. То есть, с одной стороны, у нас есть семья, которая стоит на своем и не хочет идти на компромисс, и которая предубежденно и безосновательно считает, что музыка — это плохо. А с другой стороны, Мигель, который, как ни крути, не понимает свою семью и хочет жить по-своему. Не сказать, что он этакий бунтарь, который идет против устоев, но он определенно хочет что-то изменить. И именно отсюда все берет свое начало. От одной вещи. Кто-то хочет что-то изменить. На протяжении всего своего путешествия в мире мертвых Мигель приходит к осознанию важнейших истин, но при этом он не отходит полностью от своих убеждений. В
Коко очень хорошо подчеркнута важность пути и ошибок, которые ты можешь совершить на этом самом пути. Мигель мог бы просто сказать: окей, хорошо, моя семья не желает, чтобы я был музыкантом. Что ж, тогда я стану сапожником. Но он так не говорит. Он следует своему пути. И даже если этот путь неверный, очень важно пройти через него самому. Ведь если бы Мигель не отправился в это путешествие и после благословения Имельды просто вернулся домой и перестал заниматься музыкой, то он бы так ничего и не понял. И что самое интересное, Имельда и все остальные родственники также бы ничего не поняли. Дело в том, что идеи, путь и желания Мигеля отнюдь не являются непроизведенными. Он, как и его семья, действует радикально. Когда Булета разбивает его гитару, он говорит, что ненавидит Афренду и традиции их семьи. Тем самым он как бы пытается отдалиться от своего семейства с целью достичь своей мечты. И на протяжении всего своего пути в нем присутствует доля сомнения в том, действительно ли полностью отпускать семью ради музыки является резонным и единственно верным решением. Вы никогда не жалели, что выбрали музыку, бросив все остальное? Со временем же, когда мы узнаем прошлое Эктора, мы понимаем, что и он, яро бросивший свою семью ради музыки, в итоге пришел к тому, что этот путь неверный. То есть, Тайна Коко нам говорит, можно пытаться достичь чего-то, не теряя свое самое сокровенное, в данном случае семью, что и подтверждается в конце мультфильма. Когда нам показывают, что из бывшего дома Эктора теперь сделали музей, и он стал признан посмертно. Эрнесто де ля Круз просто перепевал песни, написанные Эктором, и в итоге стал известным. Но после того, как мир узнал правду, известным стал Эктор. И мне кажется, весь секрет успеха этих песен кроется в следующей фразе. А я не для всех писал эту песенку. Я писал ее для Коко. Многие произведения в нашем мире, которые мы любим, которые стали популярными или культовыми, были созданы людьми отнюдь не для того, чтобы стать известными или заработать денег. Они писали это для себя, родственников, любимых людей и так далее. Эктор писал свои песни для своей дочери, а не для мира. Он писал их от души, а не с целью получить славу. И в нашем мире это тоже имеет место быть. Марк Аврелий, например, писал свои размышления для себя и своих потомков. А в итоге его работы стали чуть ли не Библией для стоиков. Бенджамин Франклин написал свою автобиографию для потомков, но по итогу это стало чуть ли не первой книгой для саморазвития, которая стала популярна по всему миру. Многие произведения Кафки не были изданы им при жизни. На самом деле он искренне не хотел, чтобы люди видели его работы. Но по итогу, многие его книги стали самой настоящей классикой мировой литературы. Все потому, что в них было нечто сокровенное, чем он не хотел делиться с этим миром. И лично я, как создатель, хоть и всего лишь роликов на ютубе, прекрасно понимаю слова Эктора. Ролики, которые нашли наибольший отклик в сердцах зрителей, я делал воистину для себя. Просто потому, что мне это нравилось, а не потому, что я хотел набрать просмотры. Что мне нравится в Тайне Коко, так это то, что тут нет какого-то одного правильного героя. Каждый из персонажей имеет свои убеждения, которые он не хочет менять. Каждый из них в чем-то прав, а в чем-то не прав. Но когда этот персонаж смотрит на все более осознанно и непредубежденно, то его убеждения меняются. Каждый из главных героев Тайны Коко растет на протяжении всей картины. Каждый немного сдвигает свои устои и убеждения, чтобы стать чуточку лучше. Имельда начинает опять любить музыку, потому как узнает полную историю Эктора. Мигель понимает, что семья куда важнее карьеры и так далее. Кстати говоря, версия в русском дубляже и на оригинальном английском отличается просто разительным образом. В оригинальном Коко почти все актеры озвучки были мексиканцами, которые мало того, что говорят с мексиканским акцентом, так еще и постоянно, просто раз за разом, используют испанские слова и фразы. И это позволяет окунуться в эту атмосферу Dia de Muertos на порядок лучше, чем в русской версии. Еще, как я упоминал ранее, в мультфильме присутствует идея того, что если человека забудут, то его по сути больше не существует и никогда не существовало. И единственное, что поддерживает его бытие, это воспоминания людей. В их мире это действительно является правдой. И кто знает, возможно и в нашем мире тоже. Но так или иначе, этот концепт имеет достаточно важную мысль. Ведь вне зависимости от того, что нас ждет или не ждет после смерти, в нашем мире единственное, что поддерживает умерших живыми, именно наша память о них. И этот аспект культуры Мексики и некоторых других латинских стран является очень значимым для всех жителей планеты Земля в целом, как мне кажется. Я рад, что наши культуры до сих пор такие разные, что мы можем лицезреть и обдумывать абсолютно отличительные друг от друга взгляды на такие важнейшие темы, как смерть. Лично я ни разу не был ни в Мексике, ни на Dia de Muertos, но я уверен, что подобный дух, показанный в мультфильме, в самом деле там присутствует. Я бы очень хотел однажды ощутить эту атмосферу и другой взгляд на смерть от, казалось бы, таких же людей, как и мы, но которые исторически пошли немножко по другому пути. Тайна Коко — это замечательный мультфильм, который заставляет нас задуматься о самых важнейших вещах в нашей жизни, который заставляет нас посмотреть на те же самые аспекты под другим углом и, вполне возможно, изменить свои убеждения. И как всегда, еще увидимся. Лишь не забывайте меня.